Личный бренд, что это такое? Ну, что-то из серии «Я заработаю ярд через год». Боже, я умру бомжом. Тяжело быть девочкой с большими амбициями. Я девочка, не хочу ничего решать, хочу платьишко и мужа олигарх. На машинах каталась головой под рулем. Шлюха, сука, проститутка, в Сити она живет, личный бренд она строит. Мне нужно прям больше, много. Мир мне дайте. Еще плюс пару миллионов евро. Буду снимать себе молодых мальчиков и делать с ними все, что хочу. Но это же чистый архетип шлюхи. Всем привет! Сегодня я для вас привел потрясающего гостя. Мария Шер. Сразу начнем с того, что Шер же это же псевдоним, да, это элемент маркетинга и личного бренда. Конечно. Но Вот. это производная от фамилии. Ну, понятно, ну, я к тому, что типа надо что-то красиво сделать, Красиво. запоминающееся, Да. сократить, чтобы звучно. В общем, сегодня мы поговорим про личный бренд с человеком, который этот личный бренд помогает создавать предпринимателям, блогерам, инфопредпринимателям и просто хорошим людям, таким как мы с вами. Маш, привет. Привет. Я очень-очень рада, что ты меня пригласил. Я рад, что ты быстро согласилась. Вообще, кстати, это тоже, да, всем лайфхак. Людям можно писать, и люди вменяемые на вменяемые предложения вменяемо отвечают. Либо да, либо нет. Ну, как бы все такое уместное. Давай мы с тобой начнем с предыстории. Как тебя вообще в личный бренд закинуло? Я знаю, что ты как-то была связана с автотюнинг-ателье. Как ты там оказалась? Что ты там делала? И как тебя судьбинушка занесла туда, что ты сейчас делаешь в соавторстве? Нейронку, которая распознает людей и говорит просто, что им делать. Выглядит как магия и мракобесие в одном лице, и мы с тобой сегодня с этим будем разбираться. О, да, история начинается лет 10 назад, когда я начала заниматься контентом, фото, видео. Меня почему-то занесло еще в МГУ учиться на юрфак, но я поняла быстро, что деньги зарабатывать интереснее. Контент — очень понятная тема, которая быстро меня занесла в работу с блогерами-миллионниками. И на Так, погоди, съемках... стой. Я тут вот для обычного зрителя, что значит быстро занесло с блогерами-миллионниками? Это оно не происходит просто ты сидела в кофемании, и блогер-миллионник такой: «О, ма, привет! Погнали, мне как раз поснимать видосы надо. Я именно тебя искал. Ты выглядишь как человек, который занимается контентом и эскортница в одном лице». Ну, тогда я еще так не выглядела. Тогда я была максимально скромной. Когда ты создаешь реально классный контент, который цепляет внимание, ты быстро попадаешь в поле зрения нужных тебе людей. А кому первому ты создавала? Кто вот, то есть, с кем с первым сначала работать? И ну, вот произошла вот эта история, что что-то залетело, контент хороший, Не залетала. Слушай, это было знакомство. Это было абсолютно случайное знакомство в Новый год с менеджером блогеров. Мальчик закупал рекламу для блогеров-миллионников, и в этот Новый год в этой же компании была девчонка, 2 миллиона, насколько я помню, у нее сейчас. Забыла имя. Блогер Ее, X. честно, да, Ирина ее звали, не помню ник в Инстаграме. Вот, знакомлюсь с менеджером блогеров, и как-то мы с ним подружились, он увидел, что я делаю, а я тогда, в принципе, выбрала стратегию, что мне нужно делать что-то очень заметное. Я всегда в этом плане в своем мышлении отличалась, что мне нельзя делать обычное, мне нельзя делать так, как у всех, потому что мне нужно 100% выделиться. И я начала тогда еще с 8 класса делать такие фотографии, которые очень сильно отличаются. Они были яркие. Я в 8 градусов зимой скакала по Красной площади в платьях Золушки и фотографировалась с этими новогодними иллюминациями. И вот этими фотографиями я тогда начала цеплять внимание. И тогда я и первый там свой курс образовательный запускала по обработке на телефоне, потому что я все свои фотки, я делала их на камеру, а обрабатывала на телефоне. Вот, и парень этот, Антон его зовут, он меня знакомит с девчонкой Изабель, у нее, вот ее помню, как зовут, Изабель, тоже порядка 2 миллионов у нее сейчас. Я ей начинаю снимать контент, фото, а потом я не занималась видео, и потом она такая говорит: давай вайны попробуем поснимать. Она как раз через вайны продвигалась, мы начали для нее вайны снимать. Вот, там я познакомилась тоже с
там с ее кругом, с блогерами тоже там что-то по мелочи делали для них. Я начала снимать видео для этих гивы. Через гивы тогда продвигались. Для гивов видео начинала снимать, которые вот эти рекламные, промо. маркетинговые, да. Вот. И как-то начала знакомиться с разными людьми, но тогда я понимала, что не совсем та аудитория, которая мне нужна, и не совсем тот круг общения, который мне интересен. А чем тебя смутили блогеры-миллионники? Ну, понимаешь, это все равно такое копание в песочнице. Потому что, я говорю, у меня мышление такое, что мне нужен масштаб, мне нужно прям вот больше, много. Мир мне А дайте. у них, да, ну, то есть миллионники, у них там тоже есть потолок, они зарабатывают там, ну, 1 миллион в месяц, там, 2 миллиона в месяц. Ну, так, кто-то прям хорошо, да, выходит. Именно я говорю про лайфстайл. Вот, и в плане общения мне просто было как-то там скучновато. У них вот эти вот темы все однотипные. Как там что. Контент. Не, ну у меня и сейчас как бы все эти темы остаются, но все равно не было какого-то масштаба. Вот, и дальше я попадаю, на съемках знакомлюсь с автоблогером. Я не особо люблю называть его имя, потому что грустная история, он погиб 2,5 года назад. Но это был очень интересный проект, потому что мы развивали его, да, тюнинг-ателье. Я думаю, многие его знают. Это ателье ZR Performance на Кутузовском проспекте. До сих пор работает, до сих пор достаточно известная в своей нише. Тогда, когда мы работали с блогером, с предпринимателем. Вообще просто хочется понять, как, во-первых, у тебя, ты такая амбиции, масштаб. Да. Работаю с миллионниками, и тут тюнинг-ателье. Где масштаб? Может, я его не понимаю, но что ты там увидела? Почему? То есть, что ты там разглядела, что это слушай, для тебя стало каким-то масштабным? Я поняла, да. Человек, который продвигал это все, продвигал эту историю и начал этот проект делать, его мышление было очень похоже на мое. Он в течение года, там, даже, ну, не года, чуть больше, в течение 2 лет он собирался выйти на прибыль, я уже даже не помню, о каких цифрах речь была, ну, что-то из серии «Я заработаю ярд через год». Вот. И вот это меня зажигало, что у человека были огромные амбиции, абсолютно отсутствовал страх, точнее, он был, но он умел с ним работать и его подавлять. И были бесконечные желания. Ну, то есть не ограничивалось тем, что я сейчас открою бизнес, вот автобизнес, там, ну, будет меня посещать там 30 человек в месяц. Ну, то есть там реально были огромные планы. А давай откроем в Дубае, а давай сделаем еще вот этот проект, а заправка еще, а еще личный бренд надо качать, хочу там 10 миллионов подписчиков. То есть просто масштаб мышления, и я понимала, что этот проект реально может улететь в космос, потому что я в нем вижу огромную силу, я готова в него вкладываться, я вижу, что человек, который это делает, он видит ценность во мне. Он мне тогда говорил, что я очень хочу, чтобы ты была рядом всегда, потому что ты веришь в меня больше, чем я сам. Это история такая, ну, многие мужчины в отношениях хотят рядом с собой такую женщину видеть, и в партнерствах это очень ценный вид пользы, который можно вообще дать. Там многие люди считают, что польза — это что-то такое материальное, что можно потрогать в виде инструментов, но нет. Вера, вдохновение — Да, это... конечно, 100%. Это Да. всем важно. Любому, и мужчине, и женщине. Конечно. Просто когда... Ты знаешь, можно. Фу, мне разрешили. Это вот сейчас тот проект, который я строю, про врожденные особенности. Что мне мой сейчас партнер раскрыл, что у каждого человека есть один вид пользы, который он дает. Вот каждый из нас не дает... там, допустим, навыки, плюс вдохновение, плюс поддержку, плюс там уверенность, потому что многие думают, что вот я про это, еще я там знания могу дать. У каждого из нас один вид пользы, Какой у и тебя? не всегда давать веру. И ты представляешь, насколько для меня было удивление, когда мне партнер вот сейчас нынешний мой говорит об этом, что твой вид пользы от рождения, твоя врожденная особенность — давать веру. И я вспоминаю реально слова того предпринимателя, когда он мне говорил, что ты веришь в меня больше, чем я сам. И я такая: офигеть, да.
на самом деле. Потому что есть вид пользы, например, давать навыки или обучать там, инструментам каким-то, снимать боли, решать проблемы. И это же все абсолютно разные виды пользы. Мы можем взять там, 10 человек в одной нише, допустим, 10 предпринимателей там, в сфере, в нише, там, не знаю, какой-нибудь Валберес. И один будет давать там пользу, другой будет давать инструменты, третий навыки. Ну, если мы говорим именно про нишу, помогающую наставничество там, и так далее. Есть вещи, которые тебя выделяют, заряжают и несут в себе глубокий смысл. Вы наверняка замечали в подкастах меня вот с этим медведем. Это 82 грамма золота, практически 6 сантиметров роста и первый из 99 штук. Я запустил свой ювелирный бренд ИСА, где будет всего лишь 3 фигурки по 99 штук каждый. Это вот такие же золотые медведи, как у меня «Любовь и деньги». Это «Заяц, люблю и благодарю», как некий чит-код реальности. И это ушастый медведь ходл. Каждый из этих смыслов — это определенный чит-код реальности, который поможет тебе всегда держать фокус на самом важном для тебя. Ну а ссылка для заказа в описании. Выбери себе свой тотем. Ты спрашивал про масштаб и что я увидела масштабного в проекте. Увидела сильное партнерство, потому что я человек тоже, сейчас я это осознала. Опять же, сейчас мне на основании моих врожденных особенностей это раскрыли, что мне нужен рядом человек, партнер, который условно будет говорить мне, что делать, а я буду это беспрекословно выполнять и отдавать свою веру. Да, а так и есть, знаешь. Возможно, мы об этом тоже чуть дальше поговорим, про архетипы и так далее. Дима, 100% затронем. Не спросил тебя, знаешь, какой момент? Вот ты, по сути, говоришь, что в ателье ты пошла личным брендом помогать создавать, ну и, соответственно, качать само ателье. Откуда, ну, то есть ты до этого говоришь, что снимал ролики. Откуда у тебя эти навыки, знания, как ты понимала, что нужно делать, откуда ты знала там, что вот это, не знаю, зайдет, это вообще никому нафиг не нужно, там и так далее, и так далее. Это ты в процессе нарабатывала? Такая типа, пофиг, погнали, по ходу разберемся? Или ты уже до этого как-то обросла знаниями, что это? Как комбинация сложилась? Я всю жизнь задавала себе вопрос, что со мной не так, и откуда я знаю, что делать. Сейчас я могу ответить на этот вопрос. Тогда я реально шла и делала. То есть у меня не было ни страхов, ни сомнений, ничего. Я понимала, что ответ на любой вопрос я могу взять где угодно. Сейчас я знаю, что у меня врожденный паттерн, во-первых, работа с ресурсами. Моя психика, то есть я считаю, что ресурсов в мире больше, чем достаточно, и достаются они очень легко. И этот паттерн мне позволяет не бояться что-либо потерять. Этот паттерн мне позволяет зарабатывать деньги, брать их вообще из воздуха, ну, условно говоря. То есть очень легко я нахожу возможности и очень легко решаю любые задачи. И когда я пошла... Ну, слушай, там все было, знаешь, как... Тебе предлагают, ну, мне тогда человек этот предложил, давай, вот у меня сейчас ателье открывается, будешь вести соцсети ателье и помогать мне с контентом. То есть мы тогда не называли это продвижение личного бренда. Это просто погнали. Я умею создавать картинку, я там могу выделить сейчас большое количество времени на это, все, поехали. А дальше, ну, какая-то новая задача появляется, ладно, что, идем решать. А что? Ну, это не сложно же. Информации в этом мире огромное количество. Интернет открой, можно нарыть. Я реально, когда у меня встали задачи, как построить как настроить CRM-систему, как собеседовать людей, как там еще что-то делать. Потому что в ателье в один момент я стала просто всем. Я не знаю даже... Наверное, это называется должность... управляющий директор, что-то такое. Потому что, ну, я взяла на себя в моменте все задачи из-за того, что в один месяц увольняют директора, менеджера, продажника, таргетолога, бухгалтера. Я клянусь, вот так и было. То есть это там с промежутком в неделю каждого вот так вот. Тюх. Я даже уже не помню, по какой причине. Но... И у Маши в трудовой книжке такие новая должность подписывается с каждым новым уволенным человеком.
таргетолог. А кого мы там еще Я уволили? таргетом- HR. Я таргетом просто тоже занималась. Ты когда начинаешь вот эту историю в инсте, там, контент, да, я начинала делать контент, и когда я поняла, что мне нужно продвигать свой личный бренд, мне нужна аудитория, я, естественно, полезла изучать таргет. И я тогда очень классно себе набирала аудиторию, когда там подписчики приходили по 5 рублей. У меня там с таргета на мои фотки вот эти яркие, огромное количество людей приходило. Вот. И тогда в ателье, ну, как-то оно само происходило, реально. Я помню даже момент был, мы сидим, у нас было какое-то собеседование с маркетинговым агентством или что-то такое, я не помню. Кто-то что-то рассказывал, как нам надо привлечь в этот бизнес клиентов. Я в этот момент сижу с таким лицом, просто смотрю вот на владельца, на предпринимателя, и говорю, фигню говорит, все, закрывай. Говоришь до свидания, сейчас я тебе все расскажу. И я реально его убедила в том, что да справимся, нормально. Нам вот она реально фигню говорит. Потому что, когда мы начали, так как я была в этом бизнесе прям с самого нуля, с самого фундамента, я же прекрасно понимала, как он внутри построен. Я знала каждый шаг, который мы предпринимали, там каждую копейку, потраченную на маркетинг, на рекламу, и я понимала, как это можно дальше масштабировать. Оно, знаешь, как-то ты видишь, ты тестируешь, видишь отклик, видишь результат, и потом просто это все Как я люблю говорить, если что-то делать, оно делается. Да. И я тогда очень четко понимала, что все наши классные результаты, они были через личный бренд его. Потому что мы тестировали там и таргет, и классический маркетинг, традиционные вот эти RSA, контекстная реклама, что там только не было. И все работало очень плохо. Поэтому мы просто пошли дальше как раз работать над личным брендом, качать медийку, снимать больше контента, генерировать идеи для Ютуба. Мы YouTube тогда ему подняли за полгода с 25 тысяч до 250. Инстаграм тоже я начинала 1010 там, наверное, в инсте было. То есть такие, которые пришли чисто с одной рекламы, с его блога. У него было на тот момент, когда мы начали работать, по-моему, 190 тысяч. И за полгода мы дошли до 500. Вот. Там просто начали генерировать идеи, инфоповоды, контент. Я ездила на все мероприятия с автоблогерами, мы снимали, с блогерами тоже знакомились. Кто у нас там был в ателье? Там, Портнягин, Литвин, Давидыч, Толя Сульянов. Вот эти все люди. И я ездила на съемки, снимала этот контент, потом сама сидела там, генерировала идеи. Ну, кстати, в какой-то момент я уже поняла, что надо снимать с себя вот эту кучу задач, ответственности, потому что в какой-то момент это было невыносимо тяжело все одной вывозить, и там уже начали появляться и монтажеры, и кто там... в общем, все, кто помогает. В ателье, да. Просто в ателье я первые 6-7 месяцев я сама вела соцсети без лица. Вот это прикольно на самом деле. Тогда, если бы я тогда показывалась лицом, меня вообще знала пол России мужской аудитории. Нужно было, упустила. Да, политика такая просто. Все-таки большинство аудитории мусульманской, поэтому такое было. Я понял. И как у тебя произошел переход из этого в личный бренд? То есть ты уходишь, почему не появилось мысли пойти в какую-нибудь новую компанию, которая также там 1 310 000 амбициозная, и личный бренд? Ты же в него, получается, после этого уже в свое свободное плавание ушла? Да, когда мы с ним работали, я увидела всю силу личного бренда, я увидела лояльность аудитории, которая растет просто с сумасшедшей скоростью. Во-первых, я увидела, как можно приводить в бизнес клиентов через личный бренд, лояльных, которые через сарафанку потом о тебе там рассказывают, один рассказывает 5-10 людям. Я увидела в этом огромную возможность в плане масштабирования любого бизнеса и ушла в свое плавание, потому что мне, в принципе, никогда не нравилась идея работать в найме. Вот с тюнинг-ателье это не был найм, это было скорее партнерство, потому что в моменте, там, через полгода
у нас уже шел разговор о том, что мы потом улетаем в Дубай, и я становлюсь директором дубайского ателье. Вот. И вот такая перспектива мне больше нравилась, хотя, наверное, даже не знаю, скорее всего, я бы, если бы это дошло прям до того, наверное, я бы отказалась. Саботировала бы. Саботировала, да. Сейчас я прекрасно понимаю, что найм — это вообще не мое. Мне в силу вот этих амбиций, в силу вот этого мышления, мне нужно что-то свое. Мне нужно, чтобы у меня был авторитет перед определенными кругами, чтобы меня слышали, слушали, уважали определенные люди. Вот. И когда ты там на позиции все равно в найме, я не получаю того, что мне нужно. Это тоже я сейчас увидела на основании своих врожденных паттернов. У меня тип мотивации статусом. 4 типа мотивации есть. Известностью, статусом, пользой и ресурсами. То есть кого-то мотивирует деньги, дает больше энергии. Зарабатывание денег дает больше энергии. Кому-то известность, то есть в зависимости от того, там, если человек видит, что он может помочь огромному количеству людей, он видит отклик от большого количества людей, у него растет энергия, он на этом может ехать далеко и разгоняться очень быстро. Вот. У кого-то это пользой. Вот вчера я как раз выступала на нетворкинге у Стаса. Вот у Стаса, у него мотивация пользой. Вот он может очень быстро разгоняться. Стас слишком правильный человек. Он может очень быстро разгоняться как раз на вот этом отклике от людей, что он дает им какую-то пользу, что он меняет их мышление, меняет их жизнь, меняет их восприятие реальности. И его это мотивирует очень сильно. Еще я разбирала Сашу Белякову, знаешь ее? Вот как бы из 4 вариантов догадайтесь с одного раза, какой у нее тип мотивации. Конечно же, известностью. Вот чем известнее, чем больше людей ее знает, чем известнее она становится, тем сильнее у нее растет энергия. И вот каждого человека так можно врожденно разобрать, узнать его врожденный паттерн и на это использовать. Я вот сейчас как раз активно использую, зная свои уже, активно использую их, продвигаю. Что такое? Давай мы копнем, наверное, в детали твоей профессиональной деятельности. Личный бренд, что это такое в текущий момент времени? Потому что мне кажется, что сейчас, во-первых, это из каждого утюга. То есть это очень много и в плане и свободной информации, и тех, кто рассказывает про это и так далее. Вроде бы уже всем все понятно, что надо там делать, так кажется. И как бы почему мы не делаем, почему у тебя всегда есть работа, и почему это не закончится еще долго. И что вообще такое личный бренд на текущий момент? Вот почему многие не делают и не идут туда, у меня самой огромный вопрос, потому что это реально дает такие огромные возможности. А что это? Это определенная лояльность аудитории к тебе, доверие, это масштаб, медийность, охват в медиаполе, медиапространстве. То есть по факту, чем больше людей тебе доверяет, чем больше людей тебя знает, тем лучше, чем быстрее ты будешь расти, и тем больше у тебя возможностей. А не кажется ли тебе, что сейчас очень много хайпа в личном бренде? Что все понимают, как будто бы, что обычный контент скучненький не очень заходит, поэтому начинают снимать и создавать ролики, которые хайпят. У тебя там тоже ведь есть ролики, которые собирают очень любознательные комментарии, залетают на широкую аудиторию. И как будто бы вот этот вот хайп провоцирует еще новый хайп, если ты хочешь, чтобы тебя заметили, и ты хочешь прокачать свой личный бренд. Хайп — это просто очень хороший инструмент для быстрого роста. То есть ты можешь не вести соцсети, ты можешь выступать на офлайн-конференциях каких-нибудь, но ты просто будешь очень медленно расти. Ты можешь быть очень правильным, говорить очень умные, классные вещи, но ты будешь очень медленно расти. Тут тоже смотря, знаешь, через какую аудиторию идти. Допустим, есть же известные медийные личности, которые стали известными благодаря тому, что они работают с премиальной аудиторией, с аудиторией сегмента выше, далеко выше среднего.
То есть на таких кейсах просто они начинают быть известными медийными за счет того, что они через тех медийных лиц еще, через те медийные лица еще и пиарятся. Вот, то есть здесь в любом случае... Ура, я заставил тебя подумать. Все, ты на все остальные легко отвечал. В любом случае ты становишься известным благодаря либо тому хайпу, который использовали люди, через которых ты пиарился, либо через свой. Ну, как я это вижу. Потому что если сейчас весь шоу-бизнес взять, вот где там не было хайпа? Ну, если... это же вроде, знаешь, история, я бы ее, наверное, как бы, знаешь, разделял, потому что с предпринимателями с разными общаюсь, и все, знаешь, как бы по-разному на это смотрят. То есть кто-то такой, ну, это же тоже элемент личного бренда, то есть у тебя твоя некая визуальная картинка и картинка в целом тебя как человека, если ты там взял, начал хайпить, тут же еще, знаешь, там берега хайпа, их надо нащупать. Ну, у всех они свои. Да, конечно. Кто-то там и кринжатину начинает делать, и получается, что ты вообще просто сам себе коверкаешь тот же самый пресловутый личный бренд. Но если мы... Тут же, опять же... Типа разные просто скорости? Нет, не скорость. Ну, во-первых, хайпу рознь, и абсолютно разные аудитории и разные задачи у личных брендов. Допустим, личный бренд предпринимателя, у него же нет задачи выйти в масштаб медийность на очень широкую аудиторию. То есть ему не нужны охваты от вот тех людей, которые, допустим, у меня там сейчас развлекаются в комментах. Им достаточно быть узнаваемыми в своих кругах. Если мы возьмем предпринимателей крупных, там, не знаю, Оскар Хартман, Рыбаков, и они известны в своих кругах, Ну, то есть я думаю, что если мы спросим там у моих подписчиков, кто это, возможно, не все скажут, хотя, ну, у меня большая часть аудитории тоже предпринимателей. Ну, я думаю, ты понял, о чем я говорю. Вот. А если мы берем, опять же, шоу-бизнес, блогеры, то здесь, конечно, здесь без хайпа, ну, куда? Блогеры, шоу-бизнес, они зарабатывают на охватах, на просмотрах и так далее. На... Хлеба и зрелищ, короче, нужно. Хлеба и зрелищ, да. А ты сейчас, получается, в рамках своего блога тоже придумываешь себе какие-то хайповые штучки, чтобы аудиторию немножко взбодрить, назовем это так? Я выбрала для себя стратегию максимального, да, охвата, чтобы через аудиторию широкую привлекать уже своих там целевых. Опять же, там 1% от 100% посмотревших, если это будет моя целевая, это будет идеально. Тем более у меня нету цели прям позиционироваться как очень серьезный такой предприниматель, и я сама очень легкая, открытая, харизматичная, я вообще люблю там пошутить, повеселиться, поснимать всякую дичь. Поэтому я не могу, это просто не мой образ, сидеть там, что-то умное говорить. Как-то я этим занималась долгое время, сидела, что-то умное говорила, и это нифига не работало. У меня тоже есть такая штука врожденная, что я борюсь с простотой мышления, хотя мне не нужно с ней бороться. То есть вот это тоже у каждого из нас есть внутренняя война, которую он ведет. Вот моя война — это борьба с простотой мышления. Мне всегда, всю жизнь казалось, что мне нужно быть какой-то серьезный, как-то мне люди не будут... Меня не будут слушать, мне не будут доверять, если я буду такой, какая вот я есть. И вообще, в принципе, у меня вот куча вот этих навешанных обществом стереотипов было. Блондинка, красивая, да вообще, кто ее будет слушать? Нет, это так не работает. Вот сейчас, когда я начала реально говорить то, что я думаю, вести себя, как я себя веду одна наедине дома, когда я там с компьютером разговариваю и кидаюсь в него тапками. Ну, это я утрирую, конечно. Да, то есть, когда я начала себя так вести в блоге, как-то, знаешь, реакций больше. Я долгое время еще замечала, что меня как будто бы боятся. То есть я видела, что у меня мало реакций, нету там каких-то, не знаю, обычно там комментарии какие-то тупые пишут, там восторженные комментарии, там на свидание приглашают. Я думаю, да что со мной не так? Где это все?
А я реально потом поняла, что я выстроила в блоге такой образ в один момент, что он был очень серьезный, недоступный, типа не подходите, убью. Такая холодная сучка. Да, типа того. Но это же мне вообще никак не помогало. Реально, Инстаграм очень сильно зависит от вовлеченности аудитории в твой контент, очень сильно зависит от сообщений в директе, как ни странно. Я сейчас уже тоже выложила рилс, где написала: не пойму, почему в последнем рилсе мужики меня кроют, не буду ругаться, там, в общем, хейтят меня вместо того, чтобы позвать меня на свидание. Вот, смотри, сразу 50 предложений в директе, сразу охваты в сторис в 2 раза выше. Вообще потрясающе. Ну, раз уж ты затронула эту тему, красивая, сексуальная, а чё одна-то? Маш, как-то объяснись, расскажи, как так вышло. Это уход в работу, да? Типа я вся в делах, никакие мне отношения. Вот после 80, когда у меня будет миллиард в банке, буду снимать себе молодых мальчиков и делать с ними все, что хочу. Мне вот тех 3 заверните, пожалуйста. Нет, все гораздо проще. Вся проблема в том, что я долгое время не понимала, опять же, свою целевую аудиторию. Я люблю говорить этими терминами. Да, я реально долгое время не понимала, какие мужчины мне нужны, и вступала в отношения. Последние мои 2 отношений привели к достаточно скорым расставаниям, потому что мне не давали того, что мне нужно. Я очень долго себя считала какой-то меркантильной, какой-то, знаешь, что я там слишком многого хочу, а общество же навязывает, что любовь там и деньги, это все, это не связанные вещи, что нужно быть поскромнее, вообще любить надо за там что-то. Я думаю, ты понимаешь, да. За деньги, например. За что-то очень такое высокодуховное, за ум. И какая твоя теперь целевая аудитория? Давай уж на языке маркетинга продолжим разговаривать. Какой теперь портрет твоего мужчины? Я хотела привести к тому, что я долго-долго думала... Я вступала в отношения, где мне... Ты была в отношениях, в которых тебе не дарили сумочки Прада, там вот это наверное, да? Нет, не то хотела сказать. Не моя целевая... Сейчас, подожди. Тема просто интересная, видишь? Интересная тема. Сейчас, подожди. Я вспомню, как это... Как это было? Нет, не как это было, а... Это в целом можно это использовать. Да, просто знаешь, сколько классных штук я узнала на основании своих врожденных особенностей. Ты начала, что ты, значит, с мужчинами чувствовала себя сначала меркантильной, что как будто бы ты много хочешь, а общество говорит: люби душу, а не счет в банке. Да. И ты там что-то испытала. Мне говорили, да, что люби душу, а не счет в банке. Сейчас я узнаю, во-первых, что мой врожденный тип любви — это прагма. Что это значит? Это значит, что я очень женщина прагматичная, и я люблю за выгоду. И если еще банальнее, проще говорить, то я буду любить мужчину, который будет мне давать деньги. Очень просто. Все очень просто. Но на самом деле, если прям по-серьезному говорить, я вступала в отношения, где я просто в один момент начинала очень быстро обгонять мужчину и зарабатывать больше, и хотеть больше, и амбиции, опять же, выше. И они за мной не успевали. И я понимала, что мне неинтересно находиться в тех отношениях, где человек мне не может дать той поддержки, того внимания, которое мне нужно. Внимание в плане даже не просто там... Не в том смысле, что мужчина работает, а мне нужно внимание, там вот это чисто женское, да, вот эта фигня. Нет, я про другое говорю. Я говорю про
я со своими амбициями, со своими желаниями, мне нужно постоянно реализовываться, мне нужно постоянно больше, мне нужны там и подарки, машины, квартиры. Но когда мужчина не может мне этого дать, я иду и добиваюсь этого сама. А когда я добиваюсь этого сама, ты знаешь, как в фильме, не помню, что за фильм был, Мерлин Монро сказала, как может быть любовь без денег? Потому что если женщина тратит все свое время на зарабатывание денег, у нее не останется времени для любви. Абсолютно банальная вещь, которую я сейчас осознала, что мне просто нужен мужчина, который сильный, обеспеченный, или хотя бы олигарх. Или хотя бы с такими же амбициями, как у меня, и что он готов вместе со мной идти и вот добиваться вот этих высот. Потому что эти амбиции никуда не деть. То есть я не могу вот так вот в моменте взять, сесть, стать домохозяйкой, но и в то же время я не хочу тратить свою жизнь на вот это вот постоянное достигаторство. Но это же не женское тоже, не женская доля. Тяжело быть девочкой с большими амбициями, знаешь, я тебе скажу. Абсолютно, это ужасно. Потому что реально, если тебе не может этого дать мужчина, ты как бы, ну окей, ладно, я сама пойду. И ты становишься... амбиции-то же все равно никуда не денутся. Даже не если мужчина будет богатый, ты же все равно будешь что-то делать. Конечно, конечно. Но ты просто, когда у тебя есть рядом поддержка, когда у тебя есть рядом тыл, и ты понимаешь, что с твоими детьми все будет нормально, дети будут учиться в хорошей школе, в хорошем университете, все, тогда ты уже начинаешь заниматься тем, что тебе по душе, и амбиции не денутся. Я 100% уверена, что я буду дальше там строить свои многомиллиардные проекты, но я просто не буду это делать в таком формате, как сейчас, когда я там сижу целыми днями дома, безвылазно и работаю. Вот. Бывают у тебя мысли, боже, я умру бомжом? Нет. В смысле? Нет. Ну, знаешь, когда кассовый разрыв, у тебя что-то там... Да, вообще это фигня. Знаешь, это проблема, которая решается с помощью денег, это не проблема. А кассовые разрывы решаются с помощью денег. Это просто, образ мышления такой, да, что я вообще в плане денег все эти вопросы как-то, реально, для меня это не проблемы. Прагматично, короче. Все очень прагматично. Так же, как с мужчиной. Я поняла, кто мне нужен. Все хорошо. Точно так же. Мне когда партнер это сказал мой, в целом, да, я так не рассказала. Мы сейчас затронем эту тему, да, мы сейчас шагнем дальше. Он мне это рассказал про этот тип любви, прагма. И я так сижу, думаю, ура, я не меркантильная. Это просто я родилась такой. Уродилась такой. Что поделать? Главное, красивое объяснение, чтобы было, чтобы мозг выдохнул. Да. А так и работает. Слушай, когда мы понимаем свои врожденные паттерны, так и происходит, что уходит огромное количество вопросов к себе, и ты просто видишь свой путь без каких-то препятствий, Ну, давай тогда мы копнем дальше в метод, в айтишку, в методологию того, что вы собрали, и то, что сейчас создаешь, потому что я сначала, честно, когда посмотрел твой рилс, я такой думаю, допустим, то есть мне нейронка каким-то образом что-то она там посмотрит и скажет, Ром, ты, не знаю, актер. И я такой... очень, типа, не хочется вдруг актером стать, а подходит это. Что это такое, откуда оно родилось, и как вообще, и не кажется ли тебе, что это, как поставить все на зеро? То есть ты проходишь тест, и как бы, условно, да, тест, понятно, что там побольше будет данных, и он тебе говорит, актер. Нет, она не будет так говорить. Да, давай по порядку. Что это за система? Что она делает? Партнер. У меня партнер сейчас. Он создатель искусственного интеллекта. Его компания последние 6 лет обучает искусственный интеллект определять врожденные особенности каждого человека на основании 400, более чем 400 врожденных паттернов. И он этим занимается пониманием, вообще изучением психики людей и изучением в области понимания человека. Занимается более 17 лет, и последние 6 лет обучает компания его нейронку. Компания оценивается в 25 миллионов евро на сегодняшний день, и я с этим столкнулась
в тот момент, когда он пришел ко мне на консультацию по личному бренду. У него крутой продукт, он хочет, чтобы о нем узнал весь мир, он хочет, чтобы этот продукт помог изменить жизни людей, и он пришел ко мне по факту с этим запросом. Мы начали сотрудничество в рамках проекта по продвижению личного бренда. Ну, как бы моя тема. Он занимается этим в формате консультирования в области психологии, то есть он с клиентами, с бизнесменами, с предпринимателями работает, как в личной работе, помогает осознать свои врожденные особенности, а нейронку они подключают к разным бизнесам. Там маркетинг, продвижение. Вообще, я точно даже не знаю, к какому количеству бизнесов они уже подключены, но вот один из интересных проектов, куда они подключили нейронку, это создание сайтов. То есть представь, ты как пользователь заходишь на сайт, ты подгружаешь свою фотографию, искусственный интеллект считывает твои врожденные особенности и подстраивает сайт полностью под тебя. Располагает блоки так, как нужно тебе, чтобы твое внимание упало туда, куда нужно. Расписывает полностью формулировки на этом сайте под тебя. То есть это идеальная индивидуализированная система продаж чего угодно. То есть куда угодно можно подключить эту нейросеть и сделать твой продукт индивидуализированным под каждого человека. Это вообще, я когда это услышала, увидела и столкнулась с этим, я реально подумала, что будущее вот уже на пороге стучится. Ну, там, наверное, посложнее немножко должна быть механика, потому что вот я смутно себе представляю, что ты такая, купить кроссовки Gucci Москва, у тебя такой сайт открывается, типа, загрузите вашу фотографию. И ты такая, вот этого-то мне в жизни не хватало. На этот сайт, который я знать не знаю, фотографию свою загрузить. Сейчас я на любые сайты буду фотографию свою грузить. Мою красивую личку еще, чтобы там куда-то попало. Когда этот проект уже будет окончательно реализован, мы посмотрим, как это будет выглядеть. Самое интересно. Да, я думаю, что там должно быть какая-то... как механика, круто. Вот. Единственное, здесь, конечно, интересно посмотреть, какие исследования, потому что про физиогномику, а это все, что касаемо с визуалом, да, нашего там, овала лица, ширины бровей и так далее, до сих пор психологи спорят. Есть... тонна ученых, которые говорят, что это работает, и есть там очень много исследований по другую сторону, которые говорят, ребята, никак не связано то, что у вас какое лицо, с тем, что у вас внутри. То есть тебя же можно сейчас просто по-другому подстричь, по-другому накрасить. Ты внутри от этого не изменишься, а физиогномика твоя изменится. Тебе даже можно там скулы острее сделать, там еще что-то. Это понятно, щечки подчеркнуть, румянами их сделать. В данном случае нейронка считывает не только физиогномику, но еще манеру речи, потому что по фотографии, как я понимаю, можно определить только ограниченный какой-то набор паттернов. Угу. По видео там больше 110 они на данный момент определяют из 400. И по видео она считывает мимику, жесты, слова, которые ты используешь при ответе на вопросы, манера речи, как ты говоришь, что ты говоришь, интонация и так далее. Ну и на основе этого уже понятно скомпоновывается тебе. Не, ну как... То, что ты сказал про то, что спорят по поводу физиогномики, все вот эти типологии понимания личности, там, MBTI, Big Five, соционика, спиральная динамика, они же очень популярны в Америке. Все там этим пользуются, и офигенно у них там все это работает, продвигается. Это просто наш рынок, да, сидит, спорит на эту тему, потому что здесь у нас, да, сложно это объяснять, продавать. Я сейчас с этим столкнулась. Очень сложно людям объяснить всю ценность этого продукта. С этим надо столкнуться. То есть вот когда ты на себе это проходишь, ощущаешь, как со мной это случилось, вот тогда реакция сумасшедшая. Мы сейчас с партнером проводим эфиры, где выбираем прям из зала людей на разборы, а он может это делать без нейронки, потому что он автор этой методологии. Зовите меня, я хочу поучаствовать, я хочу прочувствовать всю эту прелесть. У нас в среду в 7 часов вечера будет это. Реакции прикольные. То есть, знаешь, это
Это не как нумерология, астрология, где тебе говорят, что вот тебе нужно быть там актером, музыкантом, певцом и так далее. Нет, здесь нету привязки к какой-то профессии или еще чему-то. То есть здесь ты просто понимаешь, как устроен твой механизм с рождения. То есть представь, все люди отличаются больше, чем в 400 точках, и ты понимаешь, как у тебя каждая из этих точек работает. Потому что проявлений там от 2 до 20. Допустим, видов пользы 20, там больше даже. Типов мотивации 4, что меня мотивирует. Как работает там стресс у меня, и как мне работать со стрессом, там тоже 4 варианта. Вот. И когда ты это слышишь, как у меня это было, у меня не было такого, что «О, боже, нет, это фигня». У меня было такое, что «О, да, я это в себе ощущала, но я не понимала, как этим пользоваться». И типа, что, реально, если я сейчас начну это использовать, то я буду получать результат? И да, я начала получать результат от того, что я начала просто говорить так, как мне нужно, делать, как мне нужно, проявляться. И вот сейчас в нашем проекте бренд ID, который мы создали, он там по 16 паттернам собирается, отвечает на 64 вопроса в области... Там, первый блок «Кто я?», то есть чтобы человек понял, какая у меня суперсила, какую я даю пользу, какую я войну веду внутреннюю. То есть все, что нужно для понимания, как устроен именно я с точки зрения, как я концепция. Потом второй блок — моя целевая аудитория, какой партнер мне нужен, с кем мне нужно работать, там, как мне им доносить смыслы. Я даже уже не помню, там 64 вопроса. У меня этот пул там на сайте описан, огромное количество там информации можно с этого получить. Ну вот, моя целевая аудитория, мой продукт и мои продажи. То есть это 3-4 блок. То в продукте мы отвечаем на вопросы, там, какой длительности он должен быть, какой формат. Например... Это ты уже говоришь то, что на выходе человек получит, да? Это вот в нашем портрете. То есть портреты можно создавать разные. 400 паттернов, они затрагивают вообще весь твой организм, всю твою систему с разных сторон. Не, я последовательность просто, чтобы прояснить. То есть есть ресурс там в виде тестов, грубо говоря, да? То есть ты все равно заходишь, первичные данные ты должен дать. Там видео или фото, да. Или ты просто там ответил галочками на вопросы. Видео. И на выходе видео загрузил, на выходе получаешь такую картинку, как, там, не знаю, колесо баланса, где у тебя что, где ты 0, там, не знаю, в эмоциональном интеллекте, а вот в этом ты там все 100 баллов. И вы на основе этого еще, я правильно понял, хотите такой создать симбиоз, что, не знаю, психолог там прошел этот тест, ему говорят, тебе вот такой инфопродукт подойдет для твоей аудитории, вот так его выстроить. Да. То есть на основании 16 паттернов мы даем ответы на вопросы, какой продукт создавать, как его продавать, какими смыслами доносить, как проявляться в блоге, как вести контент, какой тебе формат контента нужен. То есть абсолютно все вопросы по блокам продукт, продажи, продвижение, трафик и контент, там все ответы можно получить. Это для инфопредпринимателей или для любых? То есть вот я там, не знаю, ювелиркой занимаюсь, я прошел. Это для конкретно вот мой продукт в личном бренде, это для всех, кто хочет развивать свою медийку, в том числе в социальных сетях. Потому что половина моего продукта веду я, половину продукта ведет партнер. И как раз его часть он показывает, как человек устроен, там с разборами, с эфирами, а я уже это перекладываю, как это можно использовать, как раз какие инструменты можно использовать в инсте, как контент делать, опять же, там, какие триггеры закладывать, как сделать так, чтобы рилсы залетали уже наконец-таки, надоели уже 2000 просмотров набирать. Давай волшебную таблеточку нам расскажи какую-нибудь, как делать так, чтобы рилсы залетали? Я тут немножко лирически отступлю. Я не могу тебя не спросить в этот момент, как... Так... Сталкивать мнение аудиторий — один из вариантов. Ну, по факту то, что я делаю сейчас. Весь этот хейт, который летит, я просто сталкиваю два мнения.
хейтеры начинают писать. Ну, я сейчас конкретно затрагиваю темы эскорта и так далее, потому что, ну, как я уже говорила, Сити, Дубай, все понятно, блондинка. Вот. И просто люди начинают, когда люди начинают спорить в комментах, когда начинается вот это вот, когда они начинают собачиться между друг другом, очень-очень хорошо залетают видосы. Еще я увидела классную механику, когда ты начинаешь отвечать на комментарии, люди же начинают заходить, читать, опять же, больше писать, я начинаю больше отвечать, и они больше начинают Я читал выбирать. механику, типа, знаешь, никогда не отвечайте сразу. Типа, отвечайте на комментарии через, там, минут 20-30, потому что человек, когда написал, он еще в инсте, запрещенную на нашей территории, там внизу будет написано. И, типа, когда ты отвечаешь сразу, человек еще не вышел из приложения. И он как бы вот в моменте что-то пиликнул, и он может, ну, как бы там дальше куда-то провалиться. А тут, когда ты отвечаешь спустя какое-то время, ему такой тыринг, уведомление, типа, те же, когда пишут, те же уже как-то восприняли, что ты какой-то Да, я поняла тебя. значимый человек. И когда от тебя прилетает сообщение, такой, о, нифига. Он заходит и еще раз проваливается к тебе за страницу, тем самым, знаешь, такой этот Я маятник даже охвата. об этом не думала, потому что, да, я отвечаю там всегда через час-два, через день могу ответить, через неделю могу ответить. Ну, в моменте, конечно, не получается. Да, прикольная штука тоже. Переписываться с аудиторией прям делайте, 100%. Плюс еще вот то, что я сейчас увидела, то, что я говорила ранее, что я замечала, что не пишут ни комментарии, не пишут директ, как будто боятся вообще со мной взаимодействовать. Вот, сказала, зовите на свидание, сразу охваты в сторис выросли. Когда мне начали просто в директ писать, рандомно люди. Сходила на свидание? Нет, конечно. Там не моя ца. А ты им отвечаешь, кстати? Ты зашла, ответила такая... В директе нет. Ты не моя отца, прости. Нет, в директе... Нет, ну кому-то выборочно отвечаю, но если я вижу, что там, ну, как бы объективно, что мне, куда, зачем. Ну, на самом деле, я с таких мужчин удивляюсь. Ну, вот зачем? Зачем вам эта проблема? Ну, это же такие женщины, это проблема. Так, почему? Она много хочет, ей много надо, ее надо обеспечивать, потому что если он не может этого сделать, она сама пойдет это делать, и ты нафиг ты ему не будешь нужен. Ну это же объективно, я просто не понимаю. Вот это вот... Что? Это же не меркантильность, когда ты сама можешь пойти и заработать, сама себе купить эту сумку, сама себя свозить в отпуск. Так смысл тогда? Любовь любовью, ну просто реально мне не понравилось быть в отношениях, где вот я плачу за все. Что ж. Ну что ж. А по поводу рилсов, да, можно продолжить. Триггеры, слушай, очень много всяких разных триггеров. Очень много механик. Слушай, использование известных имен, на них тоже хорошо вылетает. Спорные темы. Что еще? Вот эти всякие стереотипы. Почему я начала использовать, да, шлюха, эскортница и так далее. Тебе надо вот это вот рассказать вот про отношения, что раньше я за всех платила, а теперь я меркантильная. Я думаю, что ты там... Я уже готовлю этот сценарий, да. Кстати, в какой момент... У тебя был какой-то переломный момент с хейтом? Потому что я вот знаю, очень много людей его прям боятся. Ну, то есть вот когда с ним не сталкивались, есть вообще страх. У тебя было какое-то там поплакать вечерок, когда ты заходишь в комментарии к залетевшему рилсу, а там и мальчики, и девочки: шлюха, сучка, проститутка, в Сити она живет, личный бренд она строит. Да по-любому она там в машинах дорогих с богатыми мужчинами катается. Ну, слушай... И как вот, ну, то есть вот тебе там не было, то есть ты контент создал, по-любому, как бы, ну, вот если ролики не взлетают, это смотрит твоя аудитория, там обычно все, ну, типа, ок. В комментариях срача нет. Как только первый залетает на широкую и собирает просто вот всех, и там начинают вот эти вот с просевшим эмоциональным интеллектом люди вкидывать все, что в голове находится, когда ты заходишь, это читаешь, у тебя было что-то, что ты такая...
Может, я не тем занимаюсь. Или ты нормально это прошла, и страха не было этого? Я на самом деле уже даже вспомнить не могу, как это начиналось, как это было в самом начале, потому что сейчас я наоборот радуюсь этому. Пишите больше. Они мне там пишут, что там на машинах каталась головой под рулем. Я им пишу, я им отвечаю, говорю, а ты хорошо, видимо, разбираешься в этой теме, скулы, смотрю, хорошие, красивые. Пишите больше, давай комментариев, мне очень нравится. Подливаешь масло в огонь. Я подливаю масло в огонь специально, да, чтобы больше писали комментов. Сейчас я же прекрасно понимаю, чем больше залетает, тем больше я зарабатываю. Сейчас я вообще никак не реагирую на этот хейт, потому что я вижу аудиторию, которая вместе с ним приходит. Очень большое количество предпринимателей. Я прям захожу на аккаунты, там SEO, Founder. Понятное дело, что эти рилсы летят на мужскую аудиторию, и соответствующая аудитория приходит. Мой партнер пришел примерно так же. Он не с хейта пришел, он пришел, там рилс залетел с креативом. Долларовый миллионер, извините. Люди говорят, что в Инстаграме нету умных, хороших, полезных людей. Там весь мир. Там весь мир, реально. Да. И сейчас абсолютно спокойно реагирую, но раньше, на самом деле, я не буду врать, потому что я не помню. Когда-то, возможно, было грустно. Когда я себя не понимала, когда мне действительно вот эти комментарии, что там эскортницы и так далее, да, они меня обижали. Но это давно было. Это было давно. Сейчас я специально такой образ строю. Сейчас... Образ умной эскортницы? Да. Я тут выходила выступать на сцену, меня перед выходом представили, там фразу я написала, ее партнер, долларовый миллионер, называет ее эскортницей и рабыней, и она с этим соглашается. Триггерно. Столько отметок было. По-моему, у меня конверсия тогда была, 30% зала на меня в моменте подписалось. Неплохо. Да, потому что я начала с очень громкого заголовка, а потом показала, что за этим скрывается. Поэтому для части людей, конечно, такая стратегия не подойдет через хейт, потому что тяжело это будет все переваривать. Потому что я-то вижу... Я вижу обратную сторону в виде роста моей медийности и, опять же, на основании моих врожденных архетипов, на основании моих врожденных особенностей такая стратегия идеально работает. И вот, опять же, мои архетипы. Это просто мои архетипы. По методологии моего партнера у меня есть 2 мерзких архетипа в виде шлюхи и рабыни. Я не знаю, шлюху тут можно произносить? Можно. Тут все можно, да? И у каждого человека есть 2 мерзких вот этих архетипа. Там всякие тираны, слабаки, тиран, слабак, убийца, маньяк. Там их много-много-много он расписал. Но суть в том, чтобы не по отдельности эти 2 архетипа воспринимать в себе. Потому что люди, когда находят в себе вот эти слабые якобы качества, они думают, нет, я не про это. Многие же девушки раскапывают в себе вот эту тему, что я там красивая, сексуальная, притягиваю мужчин, мне там нравятся подарки, я там меркантильная, и они такие, о господи, я что, шлюха, что ли? Нет, ни в коем веке, я не такая. И отрицают его. И когда мы отрицаем один из архетипов, мы отрицаем по факту не только его слабые качества, но все сильные. Вот. А если слить воедино шлюху и рабыню, то получается королева. И если так посмотреть, кто такая королева, как она выглядит, как она проявляется, это же чистый архетип шлюхи. Сейчас королевы в гробу перевернулись. Королевы в гробу перевернулись. Это очень интересная тема. Я могу бесконечно на эту тему говорить, но гораздо интереснее, конечно, послушать, как это рассказывает мой партнер. Поэтому жду всех у нас на проекте. Да, минутка рекламы. Вот, а так, да, вот это тоже вчера я когда выступала, начала тоже с этой фразы. Жутко ложная идея, что у человека есть слабые стороны. Ложная... Слово забыла.
Ладно, Ну, вырезать. блин, слушай, здесь вот как будто бы хочется с тобой даже как-то поспорить, не знаю. Надо тогда раскрыть мысль. Вот, например, не знаю, я пишу с ошибками. Прям, ну, слабая сторона. Ну, Ну, типа, я вот, ну, ты, может, конечно, сейчас скажешь, но я вот ее смутно себе представляю. Типа, знаете, я по-русскому у меня 2, у меня ошибки в словах, запятые вообще, они вышли из чата. тебе зачем писать правильно? Ты кто? Копирайтер, писатель, и тебе обязательно Слушай, нужно... ну, это даже в деловой переписке с твоими потенциальными партнерами, с какими-то крупными клиентами. Ну, вот ты вот со своим партнером пишешь, представляешь, ты ему такая: «Шо? Какие проблемы у Не, тебя?» ну, Э, ну, я ты утрируешь, утрирую, конечно. нет, но там, ну, все равно, то есть, если ты знаешь, что в тебе есть там этот проседающий такой факт, Но, как его переформатировать в положительный? Я больше говорю про врожденные особенности, которые мы диагностируем как слабые качества. То есть, например, люди, у которых базовое чувство печаль, большинство из них диагностируют у себя депрессию. Они думают, что они какие-то очень грустные, вообще у них мало По жизни энергии, люди. да, и они какие-то не такие, ну, особенно, да, у тех, у кого еще мало энергии, они думают, что с ними что-то не так, и надо идти прорабатываться. Но каждому человеку просто нужно понять, как он с рождения устроен, как устроен его механизм. Потому что у каждого этот механизм с рождения абсолютно идеален, и он создан под свое. То есть, Ну вот под что печаль может быть? Что ты сейчас... Давай разберем а на как, примере да, печали. как ты думаешь, что могут такого крутого делать люди с базовым чувством Слушай, печали? вот человек, который печальный, еще и с низким уровнем энергии. На самом деле такие люди могут... Крючком вышивать, там, я не знаю. Нет. Такие люди могут очень глубоко погружаться в любые процессы. То есть они будут делать все долго, но очень хорошо и очень вдумчиво. Они могут составлять большие системы, строить там схемы, проводить анализы, глубоко погружаться, копать, анализировать. Ну, как будто бы там не одна переменная печаль, там, наверное, еще Конечно, будет конечно, да. куча переменных, чтобы это сложилось. Ну, ты Потому что представь, там есть, этих переменных потому что, 400 знаешь, плюс. да, потому что есть, ты же тоже наверняка видела печальных и не сильно энергичных людей, которые еще и не гениально собирают таблицы, не могут сидеть с ними очень долго и на выходе Там- отдадут тебе то, что ты такая понять, простить, уволить, переделать. Там другие паттерны еще входят, да. Ну, нужно учитывать в любом случае. Но печальные, они чаще всего очень крутые писатели, ученые. Вот там, где нужна усидчивость, много внимания и много погружения. Мгм. Ну вот ты как человек уже прошедший, что в себе открыла? Вот что для тебя было прям вау открытием? Ты такая, вот это я про себя ничего себе, конечно, узнала. Во-первых, я узнала, что мое базовое чувство — это гнев, и мне в течение жизни частенько говорили, что ты там где-то там какая-то бешеная, сумасшедшая, иногда агрессивная, иногда вспыльчивая, может настроение меняться. И я поняла, что это абсолютно нормально. Мне нужно, наоборот, чтобы добиваться своих целей, мне нужно быть гневливой, больше гневливой. А что такое гнев? Это многие путают это немного с радостью, но вот представь, болельщики на трибуне, побеждает их команда, и вот они радуются победе своей команды, радуются. Но ты представь эту радость. Насколько это похоже вот на счастье, радость. Они это орут, пиковое, бьют да. себя в грудь, они разъяренные. И это чистой воды гнев. И вот это состояние я научилась чувствовать, я научилась ощущать его даже на уровне тела. Вот. И оно мне дало понимание, какой мне нужно быть, чтобы мне быстро расти. То есть мне не нужно его прятать. И мне нужно его, наоборот, проживать во всей его красе.
То же самое, как печальные должны проживать свою печаль. Люди страха. Пьеро по улице такие гуляют. Люди страха должны проживать свой страх, а точнее, они будут называться недовольные, да, свое недовольство. Есть же люди, которые вечно всем недовольны. А есть люди еще 4-го типа. Это люди, живущие из базового чувства тревоги. Тревожные. Вот они всю жизнь испытывают тревогу. Вот Белякова я разбирала, когда у нее базовое чувство тревоги, и она почему пошла в создание медитации, потому что она эту тревогу пыталась всю жизнь заглушить, и она победила ее медитациями. Ну, как победила? У нее там чуть другая А история. ты сейчас уже, глядя на человека, это считываешь, или это ты рассказываешь, когда Нет, это я прям программно разбирала. смотрела? Да, это я прям разбирала, когда через искусственный интеллект. А точнее, даже мы кого-то с партнером вместе обсуждали. По фото, чисто по видео. Давай пообсуждаем. У меня там вот эту фотку загрузи, почитаем и А обсудим. я сейчас хочу один из форматов рилсов сделать разборы как раз медийных личностей, потому что один из триггеров, как я уже говорила, это использование известных имен. И я хочу прям рилсы делать, что вот его паттерны, используя которые человек добился своего масштаба. Я понял. Потому что, например, с Беляковой она очень хорошо понимает, что ее мотивация — известность, она очень хорошо работает. Я такие штуки видел со всякими энергопрактиками, которые Да, тоже там... нумерологами, астрологами. Саша Белякова найти голос смеха, потому что, смотрите, у него такой канал открыт, вот он там открылся, здесь закрылся, поэтому она... Ну, это же тоже работает, это тоже работает, и это же тоже откуда-то взялось, не с неба свалилось. Ну, понятно. Вот. А здесь про типы проявленности... не типы проявленности, знаешь, что классного еще я про нее узнала, когда разбирала? Есть паттерн работы отношения с трендами. То есть тоже 4 варианта, как тебе продвигаться в связи с трендами, назовем это так. Кому-то нужно идти по тренду, продавливать свою линию по тренду, кому-то нужно, наоборот, против тренда идти врожденно. У кого-то, кому-то нужно гнуть свою линию, которая внутри него находится, а у кого-то хорошо работает интуиция. И вот знаешь, как для меня было офигенно просто узнать. Для меня это был и шок, и восторг, когда я вижу в разборе с Беляковой, что ее работа, отношения с трендами — это через интуицию. Она просто сама очень много раз говорила, что у нее интуиция работает так, что она может утром проснуться и такая: мне сегодня надо песню записать. Я не знаю почему, но мне надо. Я знаю, что мне нужно это сделать сегодня. Или там: я сегодня просыпаюсь, медитирую, мне нужно там то-то, то-то сделать. Подкаст там. Или поехать туда. И у нее реально врожденно определяется, что ее тип отношения с трендами через интуицию, что это абсолютно нелогично. У нее есть своя внутренняя линия, но она не постоянная. То есть... Ты сейчас говоришь, мне уже захотелось, пройти эту штуку, потому что у нас с тобой, в принципе, подкаст так состоялся. То есть я же тебе просто... Во сколько? Мы вчера там чуть ли не посреди ночи договорились. Я тебе вечером просто... Как ты мне написал, да, я это тебе просто написал, прикольно. типа, давай подкаст, такая, да, давай завтра, ок. Все, я с утра только студию забронировал. Так, давай мы вернемся все-таки к теме. Знаешь, что... Вот ты сейчас рассказываешь, нейронка про личный бренд будет помогать, но я так понимаю, что это больше вот для инфобизнеса, да? То есть вот по тому, Нет, как... почему? Предпринимателям тоже любым, это да? актуально. То есть она просто Конечно. будет раскладывать формат. Ну, то есть я вот прохожу, на что она мне скажет: Ром, у тебя там, не знаю, ты... Какой формат ты контента тебе печальный, поэтому снимай вот такой контент, и сразу через нейронку просто напишет сценарий, чем мне снимать. И... в перспективе мы хотим делать прям IT-проект, платформу, да, где будут прям тексты прописываться на основании твоего портрета, стратегия полностью твоего продвижения, но это чуть-чуть позже. Мы осенью хотим в Дубай лететь, там компанию эту открывать. Вот, а сейчас в формате такого менторства, обучение, курсы, я не знаю, как это назвать. Ну, то есть человек получает портрет, а дальше мы строим стратегию, какой контент создавать, как продукт упаковывать. Все, я понял. То есть сейчас айтишка просто выдаст некий психологический портрет, а с тобой уже человек в связке достраивает это все. Да. То есть он может просто это получить и там... Да, поэтому я сейчас на вопросы «а дайте демку» говорю, что пока что она есть.
Она есть, но на данный момент этот портрет такой очень урезанный. Ну, не то, что урезанный, не совсем для инфобизнеса, не совсем для продвижения личного бренда, больше подходит для предпринимателей, даже не предпринимателей, больше подходит для наемных сотрудников, для продвижения именно себя там, по карьерной лестнице в каком-то найме, в работе, в бизнесе. А как там эта градация? Почему так? Ну, там просто определенный набор паттернов. Там паттерны, как работает мотивация, как работают ресурсы, как работает стресс. Что там еще? Командная роль человека. Тоже у каждого есть своя командная роль. Всего их 4. И, например, там идеальная команда. Как строится идеальная команда, что в команде должны быть все 4 командные роли, чтобы они закрывали, по сути, весь пул задач. Вот. А у нас сейчас... Да, то, что я говорила. Кто я, какая моя целевая аудитория, какой продукт и как продавать. И там 64 вопроса, которые закрываются этим портретом. 64 вопроса, вот, связанные со всем, с контентом, с трафиком, с продвижением, вплоть до слов, которые тебе нужно использовать в своих прогревах. То есть какую фразу тебе самую сильную использовать для своего маркетинга. Вот мы когда разбирали, у меня девочка, у меня сейчас в работе тоже долларовый миллионер, работает с Викой Боней, они делают ретриты. Вот, мы с ней сейчас упаковываем ей блог, тоже переупаковываем. И у нее вышла в нейронке фраза, самая мощная фраза, которую она должна оперировать, например... Мы же так вообще думать перестанем. Нет, кстати... Ну, кстати, да. Я уже смотрю там... Ты представляешь, это, знаешь, из разряда... А нафиг ты вообще нужен сам? Да нет же, это не так работает. Нейронка сейчас, она разложила тебя лучше, чем ты поняла. Она тебе написала так ты сценарий же в жизни, прогрева ты в жизни тем же самым занимаешься. Ты в течение жизни ищешь себя, ты пытаешься понять себя, что тебе нужно, что тебе нравится, а как лучше, а как прийти к своему счастью, а как прийти к успеху. Потому что у нас же есть 2 крыла, на которых мы летим. Внутреннее счастье и внешний успех. И чаще всего у людей в одной сфере они успешны, но несчастны. В другой сфере они несчастны, но успешны. То есть, допустим, успешны в бизнесе, но несчастны в отношениях. Или там успешны в своем хобби, но несчастны в бизнесе и так далее. Перекос. Угу. Вот, перекос, да. И в процессе жизни мы ищем путь, пытаемся понять себя и понять, как себе выстроить жизнь счастливую и успешную. И мы тратим на это огромное количество времени. А эта нейронка может сократить это время даже не в 2 раза, а в 10. А тебе не кажется, что нейронка вообще убьет личный бренд? Давай с тобой немножко Нет, пофантазируем. это невозможно. Ну вот смотри, я тебе объясню сейчас механику. Знаешь, какую? Сейчас есть очень крутые софты уже, которые генерируют идеальный видос. То есть вот нам, по сути, мы с тобой сейчас вживую подкаст записываем. Уже есть нейронки, которым достаточно дать твою инсту, мою они инсту. Бездушные. Ну, если ты говоришь про генерацию видео... Так они уже собирают информацию так же, как ты рассказываешь. Бездушные это они, да, но именно в этом их плюс. Они абсолютно бездушно собирают всю информацию, анализируют все твои видео, как ты говоришь, какая у тебя манера, как ты глазками моргаешь, глядя на меня, очень приятно. Ну, это понятно, и так да. далее. И собирают все один в один. И дальше можно просто тему задать, типа, вы должны обсудить личный бренд, и они собирают всю инфу, которую надо, и генерируют контент. Ну и как это выглядит? Это выглядит вот так. Всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, как... Нет, ты как раз путаешь. Вот сейчас крутые нейронки тем, вот новые версии, они классные тем, что когда она перерабатывает твой контент, то есть она не по одному кусочку видео это делает, а ей закидывается твоя инста, и она просто по ней вот так вот роботом... Ну, если ты мне скинешь, я протестирую, посмотрю. Нет, их пока не выдают в открытый. Я просто смотрю за этой штукой, наблюдаю с точки зрения кейсов, и я смотрю, думаю, да охренеть вообще. То есть там мимика, вот это, эмоции вверх-вниз. То есть просто потребив те видосы, в которых ты один подкаст с тобой загрузив, ну, типа из разряда, и все, она тебя вот, как ты в рамках этого подкаста, что успела проявить, она переработает и выдаст. У меня просто было в какой-то момент...
такая, как бы, знаешь, такое ощущение, что потенциально в ближайшем будущем, ну, по идее, это может очень сильно достаточно большую часть экспертов с рынка подвинуть, потому что, знаешь, там создается один ИИ психолог в каком-нибудь приложении, которое ты скачиваешь, и все. И он там, во-первых, с тобой подстраивается под манеру общения с тобой, а контент с этим генерируется тоже нейронками, текст пишется нейронкой, там потом просто через API несколько соединений делаешь, и по факту у тебя просто нон-стоп, у тебя не болеет, не выпендривается, нет красных дней, чего угодно нет. Это просто штука, которая фигачит тебе контент нон-стоп. Аватары меняешь под разных людей еще, да, то есть кому-то нравятся черненькие, кому-то беленькие, кому-то с большой грудью, кому-то с маленькой, и вот нон-стоп. И как бы, знаешь, складывается ощущение, что как раз вот люди, мы же очень люди себя любим, такие мы там ничего себе, какие вот, важные все. А нейронка такая, ну окей, и типа просто. Забываешь про один очень важный элемент, Так. который невозможно выкинуть из личного бренда. Это энергия человека. Ни одна нейронка не может воспроизвести вот это неуловимое, нематериальную вот эту штуку. И по сути, энергия — это то, зачем, во-первых, люди к людям приходят, потому что знаний огромное количество. Книгу напиши, интернет открой, точнее, книгу прочитай, интернет открой. А энергия — это то, что мы не можем нигде взять, кроме как у человека лично. Поэтому я уверена, что нейронки — это очень хороший инструмент, который может нам помочь облегчить жизнь, но он не может 100% заменить человека. Просто эта энергия, она считывается через видеоконтент. То есть ты бы себе цифрового аватара, который за тебя будет создавать контент, не взяла на работу? Но, слушай, смотря для каких задач, то есть, возможно, ну, вот ты сейчас фигачишь, вот у тебя там... посадить аватара, который будет за меня там что-то рассказывать, нет, никогда не сделаю так. Если только не понадобится мне реально какие-то шаблонные видосы записывать, которые, не знаю, там, может, уроки, хотя тоже вряд ли. Я прям максимально за то, чтобы в рилсах в своем контенте проявляться, ну, таким, какой ты есть, и ни одна нейронка не заменит. Офигенно классный инструмент, но личный бренд не про это. А про что? Про энергию. Все-таки думаешь, что все на этом в первую очередь строится? Потом мы как получим нейронку с душой. А та нейронка, и с энергией. которая у меня сейчас в проекте, она не заменяет тебя, и она не... Тоже мне писали комментарии, что куда мир катится, скоро вообще все думать перестанут. Но это же инструмент, не который за тебя думает, он тебе просто помогает. Он тебе помогает реально сэкономить время, раскрыть твой потенциал, показать, как ты устроен с рождения, а ты уже там дальше сам решай, используешь ты это или нет. Потому что сейчас люди, которые это взяли на себя, применили, я говорю про клиентов моего партнера, он давно этим занимается, у него много клиентов, много кейсов, где он просто... сумасшедших кейсов, где он раскрыл людей и помог им раскрыть именно потенциал, выйти в масштаб, потому что он работает с крупными, там, тоже миллионерами, миллиардерами. Вот. И там люди поняли, что это реально, как мне сказал один, как его подписчиком назовем, он говорит, это сакральные знания, я не могу пройти мимо. Это просто у меня, когда мы начали строить этот проект, на меня тоже начали подписываться ребята, кто уже соприкасался с его технологией, они там учились у его ученика. Вот. И так как они уже соприкасались, они знают, что это такое, и они просто... Нам надо. Молятся на вас? Нам надо сюда. Да, потому что, здесь, говорю, очень тяжело рассказывать вот так абстрактно, говорить там, что вау, это круто, это, блин, вообще, это реально попробовать. Когда у вас релиз? Когда вы уже можно будет прям запустить на компьютере, пройти этот
Старт, Видос загрузить, старт получить? самой менторской программы у нас сейчас вот-вот уже. Вот-вот Нет, это уже сама IT-платформа. IT, я думаю, Вы же ее к тоже концу года. доделаете Я думаю, сейчас? будем стартовать чуть позже. Вот мы сейчас делаем запуск именно менторской программы, где мы хотим как раз показать через конкретные кейсы, как это работает, лично с людьми, лично провести с разборами, с эфирами, с лекциями. Вот. А дальше уже платформа. Ну, то есть к концу года, осенью мы собираемся в Дубае, и там уже начинать прямо работать именно над платформой. Вообще очень хотелось бы сделать из этого международный проект и не на русскую аудиторию, поэтому есть вероятность, что она будет на английском вся. Вот так вот. Ну, может быть, там подумаем над транслейтом на разные языки. Ну, да. это да, это сейчас на самом деле. Уж если нейронку делаете, уж подключите нейронку, не проблема, чтобы она на другие все языки перевела вам. Конечно, да. Любой, который нужен. Еще плюс пару миллионов евро инвестиций. Ну нет, там подешевле. Чего уж ты, это точно подешевле. Ну да, это я тоже утрирую. Ну что, давай тогда подытожим. И хочется от тебя услышать, может быть, какое-то твое нетривиальное как же пожелание для аудитории, если кто хочет развивать свой личный бренд. Что делать, куда идти, с чего начать и как быть рилсов. максимально эффективным. Ну, с рилсов окей. Мой самый большой стабильный рост начался в тот момент, когда я поставила создание контента во главе всего. То есть я прям стала рассматривать эту задачу как отдельный бизнес-процесс, которому я начала отдавать приоритет. И почему я сейчас я удивляюсь над огромным количеством экспертов, с кем я общаюсь, знакомлюсь. Они там говорят, там клиентов мало, не знаю, там хотят больше зарабатывать, потолок пробить. Поставьте контент во главу стола. Начнет приходить аудитория, увеличиваться там, количество подписчиков, узнаваемость. У меня после одного залетевшего рилса пришло 40 тысяч подписчиков. Один рилс. Там даже миллиона охвата не было. Я потом из квартиры... На 400 который? Нет? На 400 который? 850 там был охват. 40 тысяч подписалось. Я в моменте просто к соседке стучалась, мне там нужно было пропуск оформить, она дверь открывает, такая, ой, где-то я тебя видела. В рилсах точно. А еще вот там еще видела. Не потому, что там соседка, а меня реально узнавать начали. И когда это произошло, у меня директ был засыпан. Я до сих пор знакомлюсь сейчас с людьми, и мне люди такие говорят, мы тебе в директ писали. Я директ открываю, там реально запрос на работу, на сотрудничество. И вот поэтому поставьте контент во главу стола, начните его регулярно пилить, поймите, что такое триггеры, и будет счастье. Ты сама сейчас монтируешь или у тебя команда? Я что-то забыл спросить. Это такой отрешенный вопрос. Просто у тебя прикольный монтаж. У меня куча рилсмейкеров, кому я что-то отдаю, что-то сама делаю. Когда я делаю сама, это просто потому, что я не хочу ждать, и мне нужно прям сейчас в эту минуту выложить. То есть мне достаточно там часа сделать видос. Я хорошо разбираюсь в монтаже, я сама этим занималась долгое время, поэтому могу себе позволить сейчас что-то сама сделать. Но так у меня команда, да. Ну что, дамы и господа, кто досмотрел до сюда, как я всегда говорю, вы самые вообще отмороженные, поэтому обязательно пишите в комментариях, что вы думаете, и увидимся в следующих выпусках. Пока. Всем спасибо, всем пока.